Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как мы будем делать вот такую сумочку. Нам потребуется для начала два отрезка по 2 метра. Их нужно зафиксировать, так как у меня, возможно, на рейле я это делаю. И далее нам потребуется сначала для одной стороны 18 отрезков по 210 сантиметров. Я вот надеваю их изнаночным креплением. Лицевой — это когда у нас видно перемычку, изнаночная — это когда мы не видим, да, перемычку, она у нас с другой стороны. Но также вы, может быть, захотите и лицевым. Вот, я сейчас на видео немного ошиблась и надела не 18, а меньше отрезков. Вы же надевайте 18, я потом просто попозже добавлю его. Вот, это у нас одна будет сторона, и вторую сторону нужно будет также сделать, натянуть также 2 метра и надеть 18 отрезков и со второй стороны. Вот как я здесь показываю. Ну и как вы можете увидеть. Вот я считаю, но все равно неправильно посчитала. Вот по отрезкам. Поэтому в следующем отрывке уже я добавлю, потому что иначе у нас не сойдется, да, у нас плетение будет из 2 нитей состоять, поэтому нам это обязательно нужно по 18 на одну и на вторую. Приступим к первому ряду плетения, и первую нить мы не трогаем, берем вторую и третью. И смотрите внимательно сейчас на видео. Мы складываем сзади такой вот как кругляшочек из 2 нитей, а передними 2 нитями выводим их в этот кругляшочек и подтягиваем за боковые. Обязательно подтягивайте за боковые. И если что-то не так, он не вяжется, то центральные тоже подтягивайте. То есть равномерно нужно. Повторяем еще раз. Смотрите, складываем боковыми нитями такой как кругляшочек, и в него нити 2 центральные проходят. Вот, смотрим. Так, и 2 нити его подтягиваем. Так мы делаем полностью весь первый ряд, в том числе и боковые. Вот один, который я оставила в начале, он будет соединяться с другой стороной, да, ну и в другом боку также. Первый ряд, думаю, ничего сложного. Пока что у нас не видно нашего плетения, которое якобы напоминает вязание, но уже на втором, на третьем ряду мы увидим все достаточно четко. Вот буквально несколько секунд назад осознала, что забыла надеть дополнительный отрезок. И, как вы можете заметить, один должен оставаться с одного и с другого края. Да? Если вы тоже, может быть, ошиблись, то учтите, что так должно быть у нас. По отрезку останется с одного края, потому что ими мы будем соединять как бы в круг, чтобы у нас ряд зашел. Когда мы завершили первый ряд, то есть в круг все у нас соединено, нам нужно приступить ко второму ряду очень внимательно, так как это второй, третий и последующие будут одинаково начинаться. Сначала берем боковую нить с любого узла, пропускаем один узел и берем боковую с другого узла. И вот ими уже создаем этот вот полукругляшочек. И 2 нити с узла, который как бы мы пропустили, они проходят через наши вот эти вот боковые, то, что у нас создавалось. Берем следующую боковую, да, с одного, один узел пропускаем и со второго. А центральные нити, как бы узел, который мы пропустили, проходят. Опять же, боковые и проходят. Может быть, непонятно объясняю, но вот на видео, мне кажется, четко и ясно видно, как это все происходит. Ну и так мы проделываем первый ряд, первый, второй, третий, четвертый и как бы все последующие. Все, у нас тут больше ничего не изменится. Я буду делать около 15 рядов вниз, поэтому вы, если поняли, как он делается, обязательно там соблюдайте, как это, чтобы все было правильно. Вот у нас получаются такие перекрещения между нашими полосочками этими. Вот, может быть, там вы будете брать нить не снизу, а сверху, и у вас будут какие-то изменения, но они, мне кажется, не сильно заметны.
но все же старайтесь делать все аккуратно, и обязательно замыкайте сначала все плетение в круг и только потом переходите к следующему ряду. А как считать ряды, то, мне кажется, это видно. Вот эти вот идут такие елочки, одна, вторая, третья и так далее. То есть легко можно будет посчитать. Вот раз, два. Сейчас видно, что у нас 2 ряда. Переходим к третьему. Все точно так же, как во втором. Надеюсь, у вас все получится. Плетем вниз около 15 рядов. Смотрим, какой нам лучше подходит длина. Ну вот, я проплела 14 рядов, можно было и 15, но я решила, что мне хватит. Это 20 сантиметров у меня составило, потому что шнур у меня 5 миллиметров, достаточно толстый. Если шнур меньше, то потребуется, я думаю, больше рядов. Вот, и сейчас нужно перейти к закрытию. Как мы будем закрывать? Сначала мы с вами проплетем квадратными узлами по кругу всего нашего плетения, а потом будем создавать уже низ такой. По бокам у нас будут треугольнички, но там всего лишь один узелок нужно будет добавить по бокам. Вот, а вот этот вот промежуток между боками, там нужно будет делать во втором ряду 6 узлов. Также, я думаю, на видео сейчас все будет ясно. Вот то, что я говорила. Первый ряд есть. Сейчас смотрите, мы берем с вами 7 узлов, и вот там 2 останутся по бокам, по 2. То есть 7, 2, 7, 2, если по кругу говорить. И вот эти 7 узлов мы соединим, у нас получится 6. То есть у нас такая трапеция, да, будет вниз из квадратных узлов. А по бокам один узелок, треугольничек. То есть мы их уже не соединяем. Это нужно для того, чтобы у нас донышко, оно было немного стоячим таким. Но я думаю, что вы все понимаете, как это все в итоге будет. Если вы хотите как-то по-другому оформить донышко, пожалуйста, не запрещается, можно просто как-то совместить, да, не проделывать такие штуки с квадратными узлами. Но мне показалось достаточно понятным, приятным и очень удобным вот это вот плетение и этот способ. Проделали с 2 сторон все, да. Сейчас нужно нам вывернуть нашу сумку. И смотрите, когда мы ее выворачиваем, у нас получается вообще не менее прекрасный узор. Вообще я такого точно нигде не видела. Выбирать. Сейчас можно выбрать, какой стороной сумку все-таки делать. Можно этой стороной, и тогда наоборот вывернуть обратно и соединить уже в другом виде. Но нет, мы будем сейчас соединять таким образом. Там, где у нас треугольнички маленькие, смотрите, я соединяю обычными узелками с нашей трапецией, которая вниз была. Раз и два. Там буквально у нас несколько нитей соединится.
с одной стороны и с другой стороны. Тут никаких квадратных узлов не нужно, просто можно обычными узлами вот так вот проделать. Смотрим, да? Одна сторона и вторая сторона. Также можно сразу это сделать и с другой стороны в плане вот сумки, да, а не в плане треугольника. Теперь нам нужно соединить как бы в центре. Вот, я беру 2 нити, которые у меня выходят из квадратного узла. Вот, как бы это вершина треугольника, которая была. И сейчас я буду соединять квадратными узлами остальные все вот как бы 6 узлов, которые у меня были. Но соединять я буду не всеми нитями, а я беру только как бы первую и четвертую с каждого узла. Я не соединяю 2 центральными нитями. То есть я не проделываю узел 2 центральными нитями. Вот я откладываю 2 нити с одного и со второго узла и беру четвертую уже с этого узла. То есть первая и четвертая у нас только фиксируются на вот 2 нитях. Фиксируются квадратным узлом. Обязательно смотрите, затягивайте максимально одинаково с одной и со второй стороны, потому что может быть такое, что с одной стороны хорошо затянули, а со второй не очень получилось. В особенности у меня справа так происходило, поэтому справа затягивайте сильнее. Вот мы затягиваем тут максимально сильно, чтобы у нас ничего не расходилось и как бы донышко было не расхлябанным никаким, а нормальным. И идем так до конца. Берем первую, четвертую нить, и получается делаем 2 узелка с одного узла. Надеюсь, понимаете, что я говорю. После полного соединения донышка, да, у сумки, мы ее не выворачиваем, а можем просто посмотреть, как будет выглядеть наше донышко. То есть оно должно быть таким более-менее устойчивым быть. Но нам сейчас потребуется с вами отрезать лишние нити. У вас не должны быть они такими длинными, потому что я учла как бы свои ошибки, и вам я уже говорила поменьше длину, поэтому у вас не будут такие длинные отрезки.
Я просто отрезаю, у меня остается эта сороконожка, многоножка, я ничего с ней больше не делаю, иногда подрезаю еще даже меньше, но как бы выворачиваю сумку и могу вставить, например, в сумку какой-либо мешочек, чтобы мне не мешалась эта многоножка, вот, либо как-то по-другому все сделать. Смотрите, еще сумка, она может подтягиваться сверху, ну и донышко, конечно, потрясное вышло. Далее мы раскладываем как бы ручку, нам же нужно сплести, берем дополнительно 2 метра отрезок и будем делать просто цепочку из квадратных узлов. Я ничего тут не сшиваю, я просто делаю цепочку, и потом, если что-то не так у меня с ручкой, то я могу подтянуть за эти отрезки, которые вот у меня лежат по бокам. Ну, как бы протянуть эту цепочку на нужное место. Тут можно хорошо затягивать и плести. Я точно не скажу, сколько я сплела тут узелков, потому что, мне кажется, у каждого индивидуально это все будет, но просто плетем и плетем. Главное, отрежьте 2 метра, этого будет достаточно. Возможно, если вы хотите какую-то другую ручку сделать, можно как-то изменить, но мне вот нравится такая, поэтому я плету так. После того, как сплели нужный нам размер, нужную длину, то я отрезки, которые остались у меня, с помощью крючка прячу под само плетение и отрезаю лишнее. А боковые, которые у нас торчат, я их вместе как бы связываю, делаю узелок, и выглядит довольно симпатично. И как я говорила, то есть если потянуть за них, то можно регулировать, например, ручку вашей сумки. Вот узелок также сейчас, который я буду делать, можно сделать совершенно любой. Вот, я делаю обычный, с одной и со второй стороны. Ну что, вот мы с вами научились вязать узлами. Я не представляю, что ждет нас дальше в мастер-классах, потому что мне горят глаза. Буду рада подписке на канал, комментарию, лайку. До новых видео. Пока-пока.